Здорово, YouTube! В конце марта компания Realme предоставила два новых смартфона Realme 8 и Realme 8 Pro. Оба являются устройствами среднего ценового сегмента и отличаются двумя вещами. Первая – интересный дизайн. Вторая – многообещающая начинка. В этом видео посмотрим, на что способен Realme 8 Pro. С тебя подписка, лайк, поехали! Поставляется смартфон в традиционной желтой коробке. В комплекте к нему можно найти кабель USB Type-C, адаптер питания, скрепку для извлечения слота с карточками, а также инструкцию, гарантию и силиконовый чехол. Последний достаточно жесткий и потребуется усилия для того, чтобы надеть его на аппарат. В разных регионах мира смартфон продается в различных цветах. Вот такими они бывают: глубокий черный, темно-серый, голубой и светящийся желтый. Есть и различия в дизайне. Например, у глубокого черного сзади отсутствует надпись Dare to Leap. При этом поверхность у него не матовая, а глянцевая. Остальные версии с матовой крышкой эту причудливую надпись имеют. А в случае со светящимся желтым она и вовсе ярко светится. В принципе, как и область вокруг камер. Чудо заключается в наличии флуоресцентных материалов, которые светятся в темноте. Пластиковая спинка смартфона в меру маркая, подложка матовая, и это уменьшает заметность отпечатков пальцев и загрязнений, которые, несомненно, будут собираться на смартфоне. С точки зрения габаритов девайс остался в тех же размерах, разве что чуть похудел. Тактильные ощущения приятные, но ничего выдающегося. Пожалуй, основным визуальным изменением стал переработанный дизайн блока камер. Все 4 объектива расположены в квадрате и выделены каждый отдельно. При этом высота блока осталась по ощущениям примерно такой же, как и в Realme 7 Pro. Вот только между объективами стабильно и настойчиво скапливается пыль. От этого никуда не деться. Не спасет даже комплектный чехол. С позиции дизайна придраться здесь не к чему. Субъективно хотелось бы чего-то более запоминающегося и выразительного. Левая панель свободна от клавиш. Тут только лоток для SIM. Одновременно можно пользоваться двумя симками и картой памяти. Справа тонкие чуть закругленные клавиши питания и управления звуком. Качелька сдвоенная. Сверху мы обнаружим лишь прорезь микрофона, что означает отказ от стерео в пользу одного динамика, который разделяет нижний торец смартфона с разъемом для наушников, портом Type-C и прорезью для микрофонов. Увы, в тех же играх и при просмотре видео стереодинамики показывают себя хорошо. Тут их очень не хватает. Оптический дактилоскопический сканер спрятан в экран. По работе и точности это субъективно лучше сравнительно прошлых поколений. Все так же доступны анимационные эффекты на разблокировку. Но датчик сбоку, как у свежих Xiaomi, мне нравится гораздо больше. У смартфона экран Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма, разрешением 2400 на 1080, плотность пикселей 409 ppi, соотношение 20 к 9 и частотой обновления экрана 60 Гц с дискретизацией 180 Гц. Дисплей прямо-таки хорош, он насыщенный и невероятно сочный. Пиковая яркость 1000 нит, на солнце все отлично читается. Защищает стекло третье поколение Gorilla Glass. Эта модель проверена временем, но почему не использовать пятое или шестое поколение, мне непонятно. Есть функция Always On и Deceit Dimming. В настройках можно точно отрегулировать цветовую температуру, подстраивая ее под режимы по умолчанию, теплый или холодный. Геометрия дисплея неизменна, соотношение сторон в сочетании с диагональю не позволяет управлять устройством одной рукой. И тут придется, наверное, смириться, ведь в диапазоне до 6 новое устройство можно пересчитать по пальцам. Но в целом критичных претензий к дисплею нет. Определенно, хотелось бы видеть хотя бы 90 или 120 Гц. К хорошему быстро привыкаешь. Работает Pro-версия под управлением выполненного по 8-нанометровому техпроцессу 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 720G с частотой до 2,3 ГГц. Графическим ускорителем здесь выступает Adreno 618. Платформа не новая, но проверенная временем. Оперативной памяти 6 или 8 ГБ. Накопитель 128 ГБ UFS 2.1. Было бы неплохо, конечно, добавить вариант на 256 ГБ. Этот недостаток здесь компенсируется отдельным слотом под microSD, причем ее объем может достигать 512 ГБ. Могу с уверенностью сказать, что это не тот самый гаджет, с которым можно играть в тяжелые игры. Результаты синтетических тестов следующие.
Например, в PUBG Mobile на высоких настройках графику не стоит ждать выше 40 FPS, а Fortnite на низких не выше 30 FPS. Впрочем, с ультраграфикой WOT Blitz и Call of Duty Mobile можно добиться 40 и 50 FPS соответственно. Оболочка Realme UI прямо из коробки. Да, изменения по большей части затронули персонализацию интерфейса и новые анимации отдельных менюшек, но выглядит это как минимум неплохо. Субъективно достойное обновление. Штатного динамика по большому счету хватает для повседневных нужд. Его громкость не назвать рекордной, как и качество воспроизводимого потока. Обычный рядовой динамик без артефактов на максимальной громкости. Нареканий на качество передачи речи не было. Обе стороны слышали собеседника хорошо. Проблем нет также с NFC и GPS. Быстрая и корректная работа. Емкость аккумулятора 4500 мАч. Та же зарядка DERT на 65 Вт в комплекте. Вот только в смартфоне заявлена поддержка 50 Вт. Это не сильно меняет ситуацию. С 0 до сотки аккумулятор заряжается чуть меньше, чем за 50 минут. При этом за полчаса вполне реально получить 85%. Говоря об автономности смартфона, если брать усредненные показатели смешанного использования без игр и тяжелого софта, вполне реально получить 1,5 дня работы. Если же чуть снизить яркость и не пользоваться беспроводными протоколами, то можно продержаться немного дольше. Ситуация уже знакомая, показатели адекватные. Это во многом благодаря отсутствию 90 и 120 Гц. Стоит ли добавлять сюда беспроводную зарядку? Это неоднозначный вопрос, но хотя бы была плюс еще одна новая функция. Основной модуль наконец-то получил разрешение 108 мегапикселей. Признаться, я ожидал этого еще для прошлого поколения. В качестве главного объектива выступает модуль от Samsung. Из возможностей модуля вспоминается склейка 9 пикселей в один и трехкратный зум без потери качества. Все это справедливо и для Realme 8 Pro. Итоговые кадры выходят в разрешении 12 мегапикселей, если, конечно же, не выставить полноценное разрешение. Мне определенно понравилась работа модуля. В нем получились достойные кадры для своего ценового сегмента, без каких-либо фотофлагманских замашек. Причем HDR и AL я включал редко. С ними есть вероятность получения перенасыщенных цветов. Но есть ситуации, когда эти режимы к месту. Детализация мне ближе именно в 12-мегапиксельном режиме. При просмотре кадра на 108 мегапикселях общее впечатление чуть хуже. Но при приближении все встает на свои места. В целом выполнили обещание и с трехкратным зумом. При приближении кадр смотрится весьма неплохо. Пусть тут и нет оптического зума и телефотообъектива. Ночные кадры получаются неплохо. Не сказать, что идеальный результат, но в целом пойдет. Особенно если подтянуть модный фильтр. Как и в прошлом поколении, есть режим, позволяющий при съемке видео выделять оттенки красного, синего или зеленого. А также в ходе записи видео можно делать фотоснимки. Вообще режимов для фото и видеосъемки масса. Будь то записи на 2 камеры одновременно, режим фильм с профессиональными настройками или съемка звездного неба с большой выдержкой. Есть где развернуться. А программное обеспечение смартфона помогает быстро во всем разобраться. Сопровождает основной объектив средненький ультраширик со стабильной работой и подстроенным динамическим диапазоном. 2 дополнительных 2-мегапиксельных датчика можно было заменить на один хороший макромодуль, хотя бы на 5 мегапикселей. Такие мысли возникают при взгляде на кадры из режима ультрамакро. Детализация оставляет желать лучшего. Из плюсов, наверное, лишь естественная цветопередача. Все так же используется одна фронтальная камера, разрешение которой было уменьшено вдвое. Так себе, конечно, тенденция. Единственное, что любители селфи не будут разочарованы функционалом съемки. А вообще, я даже добавил Realme 8 Pro в топ смартфонов с хорошей камерой, который снимал в прошлом выпуске. Ссылка будет сверху, обязательно посмотри. Как уже было упомянуто в тексте, основной конкурент Redmi Note 10 Pro. Он предлагает AMOLED-экран с диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления экрана 120 Гц. При этом всем у него идентичный набор камер, 8 гигабайт оперативной памяти и чуть более бодрый процессор. Да, в нем ниже скорость зарядки, зато чуть больше емкости аккумулятора. Полный обзор на него также можешь посмотреть по ссылочке сверху. Адекватно смотрится в сравнении Redmi Note 9 Pro. Если исключить козыри, Realme 8 Pro в виде разрешения основного объектива и скорости зарядки, получается достойный и более дешевый конкурент со стеклянной спинкой. Вообще, Xiaomi в этом ценовом сегменте сидит очень прочно. Тот же самый Poco X3 Pro может дать жару по производительности и скорости обновления экрана.
экрана. Правда, при 120 Гц экрана и мощном процессоре, судя по отзывам, аккумулятор здесь садится будь здоров. Тут обзор на него. С позиции набора камер неплохо смотрится Samsung Galaxy A52. На том же самом процессоре, правда, модели здесь на 4 ГБ оперативки и более медленная зарядка. Зато корпус защищен по стандарту IP67. Realme 8 Pro показался спокойным смартфоном без излишеств. Первая попытка на 108 мегапикселей получилась удачной. Пусть даже на рынке никого не удивить этой функциональностью. Дизайн универсальный, не без субъективных нареканий. Несколько настораживает тенденция с использованием одного и того же чипа в нескольких поколениях. Возможно, это следствие дефицита процессоров Qualcomm, а может и шаг на удержание стоимости на приемлемом для всех уровне. Из плюсов я бы отметил отсутствие тротлинга и обновленный интерфейс, который стал еще приятнее. А новинка пусть и не стала инновационной, но определенный рост развития тут заметен. Все это может измениться уже следующей весной. А вы как считаете? Напишите в комментарии. Да пребудут с вами инновации!